В Турции опубликован доклад Национальной разведывательной академии, который вызвал оживленные дискуссии в экспертных кругах. В документе представлен детальный анализ последней войны между Израилем и Ираном, которая длилась 12 дней и стала крупнейшим прямым вооруженным столкновением между двумя странами за последние десятилетия. Турецкая сторона отмечает, несмотря на успехи Израиля в нанесении прицельных ударов и в сохранении политической поддержки со стороны США и ряда западных столиц, война продемонстрировала и серьезные слабые места, которые имеют стратегическое значение для Анкары. Главный вывод доклада заключается в том, что Израиль, обладающий одной из самых передовых армий региона, так и не смог полностью нейтрализовать иранские гиперзвуковые ракеты. Для Турции это крайне важный сигнал. Если даже Израиль, при всей своей технологической оснащенности, тесных связях с США и многоуровневой системой противоракетной обороны, оказался уязвимым перед новейшими разработками Тегерана, то это означает, что сама Анкара также может оказаться под угрозой. Формат публикации доклада тоже имеет значение. Турецкая разведка нередко выпускает полупубличные отчеты, которые служат своеобразными ориентирами для будущей политики государства. Таким образом, документ можно рассматривать как часть подготовки к новому этапу модернизации вооруженных сил и укрепления региональной стратегии Турции. В центре анализа два главных соперника Анкары – Иран и Израиль. С Ираном Турцию связывает сложный комплекс отношений. С одной стороны, это соседство, энергетическая взаимозависимость и общие интересы в поддержании стабильности на границах. С другой – глубокое соперничество за влияние в Сирии, Ираке, на Кавказе и в Центральной Азии. Иран опирается на сеть союзных шиитских группировок, активно продвигает свою ракетную программу и претендует на роль главного противовеса США и Израилю. Все это напрямую задевает интересы Анкары. Израиль же, по оценке турецких аналитиков, является не менее серьезным вызовом. Обладая ядерным арсеналом, высокотехнологичной армией и прямой поддержкой Вашингтона, Иерусалим способен ограничивать турецкие амбиции в Восточном Средиземноморье, Сирии и даже на Кавказе. Израиль активно сотрудничает с Кипром и Грецией в энергетической сфере, что создает для Турции угрозу потери транзитного значения. Кроме того, Анкара видит в израильской активности в Сирии фактор, который мешает ей укреплять свои позиции в этой стране. В докладе подчеркивается, что Турция должна развивать собственные системы сдерживания. Это включает в себя инвестиции в баллистические и гиперзвуковые ракеты, развитие спутниковых технологий, укрепление беспилотных программ и расширение морских вооружений. Турция уже демонстрирует успехи в создании современных дронов, которые вызвали интерес даже у НАТО, однако для сдерживания Израиля и Ирана этого недостаточно. Любопытен и другой акцент отчета. Анкара намерена не ограничиваться лишь рамками НАТО. С одной стороны, Турция сохраняет приверженность Альянсу и использует его как основу безопасности. С другой стороны, руководство страны все активнее продвигает идею многоуровневой архитектуры, которая предполагает создание параллельной сети союзов. Среди потенциальных партнеров называются Азербайджан, Пакистан, Катар, а также при определенных условиях Сирия. Это указывает на то, что Турция постепенно выстраивает собственный региональный блок, способный уравновесить влияние США и ЕС. Особое внимание уделяется восприятию Израиля в турецкой политике. Для Анкары Иерусалим представляет собой не только военного, но и энергетического конкурента. Израиль активно работает над созданием маршрутов поставки газа в Европу через Кипр и Грецию, что подрывает стратегическую роль Турции как транзитной страны. Это напрямую противоречит амбициям Эрдогана, который стремится превратить Турцию в ключевой энергетический хаб. В Иерусалиме также внимательно следят за действиями Анкары. Израильские военные эксперты отмечают, что Турция стремительно усиливает свои оборонные возможности, развивает дроны, ракеты и военный флот. Более того, Турция активно укрепляет сотрудничество с Азербайджаном и Пакистаном, что вызывает беспокойство в Израиле, традиционно ориентирующемся на партнерство с Индией и Грецией. Это несмотря на то, что Израиль продает оружие Азербайджану.
Все это создает ситуацию, при которой Турция и Израиль становятся стратегическими соперниками. Иран же в этом треугольнике играет роль нестабильного, но влиятельного игрока. Несмотря на значительный военный арсенал, война показала его слабые места. Уязвимость инфраструктуры, слабость противовоздушной обороны и внутренние противоречия между политическим руководством и корпусом стражей исламской революции. Для Турции это одновременно и вызов, и возможность. С одной стороны, Иран способен дестабилизировать регион, с другой, его ослабление открывает пространство для турецкой дипломатии и военной активности. Важно отметить и общественные настроения в самой Турции. Согласно опросам, более половины населения выступает за создание национальной ядерной программы. Это серьезный вызов для власти. С одной стороны, Анкара связана обязательствами перед НАТО и международными договорами, с другой, давление со стороны общества и элит толкает ее к большей независимости. Такая тенденция показывает, что Турция все активнее мыслит себя не как часть западного блока, а как самостоятельный центр силы. Таким образом складывается новая треугольная конфигурация. Турция, Израиль и Иран становятся ключевыми конкурентами, каждый из которых претендует на лидерство. Для Ирана это сохранение режима и развитие ядерной программы, для Израиля – обеспечение безопасности и технологического превосходства, для Турции – контроль над региональными маршрутами и роль энергетического и политического хаба. Сценарии будущего выглядят следующим образом. Первый сценарий – это скрытая конфронтация. Турция и Израиль будут усиливать соперничество в Сирии, на Кавказе и в Восточном Средиземноморье, но при этом избегать прямого военного столкновения. Второй сценарий – временное тактическое сближение, если обе страны сочтут Иран слишком серьезной угрозой. Однако такое сближение будет крайне нестабильным и краткосрочным. Третий сценарий – открытая эскалация. В этом случае столкновения могут произойти в Сирии или на море, где интересы Турции и Израиля пересекаются наиболее остро. США и НАТО оказываются в сложной ситуации. С одной стороны, они традиционно поддерживают Израиль, с другой, Турция остается важнейшим союзником по альянсу. Если противостояние между Анкарой и Иерусалимом обострится, это способно спровоцировать трещину внутри НАТО и поставить под сомнение способность альянса выступать единым фронтом. В заключение можно сказать, что Турция стремительно укрепляет свои позиции, превращаясь из регионального игрока в державу с глобальными амбициями. Даже ощущая угрозу со стороны Израиля, в Турции уже обсуждают ядерную программу, которая в будущем, если будет реализована, может стать ядерным ятаганом для потенциальных противников страны. Израиль, в свою очередь, сохраняет технологическое преимущество, но все чаще сталкивается с вызовами со стороны Анкары. Иран же, несмотря на внутренние проблемы, продолжает оставаться фактором нестабильности. В ближайшие годы именно треугольник Турция-Израиль-Иран станет ключевым для понимания политических процессов на Ближнем Востоке. Напишите ваше мнение в комментариях и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.